Всем привет, с вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. Мы уже с вами разбирали правила нескольких пинбол-столов, которые были не такие сложные, как пинбол, о котором мы поговорим сегодня. Поэтому заваривайте чай и кофе, берите всякие вкусняшки, а я постараюсь вам максимально быстро и понятно рассказать все тонкости пинбола The Simpsons Pinball Party. Так что давайте начинать. Симпсоны, пожалуй, самая известная мультипликационная франшиза, о которой слышал, наверное, каждый. Первая серия этого мультфильма вышла в декабре 1989 года, а в сентябре 1990 года вышел первый пинбол с одноименным названием, который выпустила компания Data East в количестве 5502 экземпляра. Но мы с вами сегодня будем разговаривать о Simpsons Pinball Party. Это уже более современное исполнение франшизы от Stern Pinball, выпущенное в 2003 году в количестве 5900 экземпляров. Над созданием этого стола трудились сразу два геймдизайнера – Джо Балсер и Кейт Джонсон. На текущий момент этот автомат занимает 30-ю строчку по версии Pinside, и эта позиция вполне оправдана, вы только посмотрите, какой он офигенный. Помимо обилия различных объектов, тут есть еще маленькое дополнительное игровое поле в верхней левой части. Но давайте обо всем по порядку. В этой игре аж 5 флипперов, 2 стандартных в нижней части поля, 1 дополнительный правый верхний флиппер и 2 маленьких флиппера на поле второго уровня. Рядом с основными флипперами все стандартно. 2 инлейна, 2 аутлейна и 2 слингшота. В левой части поля 3 поп-бампера, 2 из которых выполнены в виде атомных реакторов станции, где и работал Гомер. В этой игре огромное количество стендап-таргетов, поэтому разбирать мы их будем в каждой конкретной ситуации. Справа, прямо напротив реакторов, рядом с фигурками Ичи и Скретчи, находятся 3 дроп-таргета, за которыми находится соусер. Чуть-чуть выше находится спиннер с изображением Красти. Немного левее находится зажатый шар, который заставляет Барта кататься на скейте. В этой игре 2 лупа, правый и один маленький луп Quickie Mart, который находится под дополнительным маленьким полем. Также есть 2 орбиты, одна слева, другая справа. На основном поле располагаются 2 рампы, левая и правая. Левая рампа, которая по сюжету игры символизирует дом на дереве, ведет шар на второе маленькое поле, которое сделано в виде гостиной Симпсонов. Правая рампа обозначена как таверна Мо и ведет шар в левый инлейн. Рядом с лупом Quickie Mart находится дверь гаража. Попав по ней, она откроется, и вы сможете закинуть шарик в гостиную. Теперь разберем, что находится на маленьком верхнем поле. Здесь 3 стендап-таргета, маленькая рампа, попав в которую вы отправите мяч прямо на диван. И телевизор, на котором отображаются различные подсказки. Если попадете под телевизор, то запустите один из эпизодов, которые нужны для открытия финального задания. Активный эпизод в телевизоре показывается справа от него мигающей стрелочкой. У завершенного эпизода стрелочка будет гореть. Переключать эпизоды можно при помощи поп-бамперов или правой кнопки флиппера. И последний элемент, о котором нужно рассказать, это вот этот вот переход от дома. По сюжету игры он символизирует монорельс. Обычно я разбираю правила, начиная со скиллшота, но в этом разборе я расскажу, какой здесь скиллшот в конце этого ролика. Поэтому давайте начнем с того, что нужно, чтобы открыть последнее задание. Как я уже сказал, эпизоды в телевизоре нужны для того, чтобы открыть финальное задание. С них мы и начнем. Если горит вот эта желтая стрелочка, значит эпизод в телевизоре активен. Все эпизоды имеют лимит времени, по умолчанию это 30 секунд. Таймер с оставшимся временем отображается на телевизоре. Ваша главная цель здесь дойти до задания Alien Invasion и пройти его, но открыть его можно только запустив все 7 эпизодов. Если вы открываете задание Duffman, то здесь вам нужно 5 раз попасть в таверну Мо, это правая рампа. Каждое попадание в таверну будет давать вам очки, но каждое следующее попадание больше предыдущего. После того, как эпизод закончится, вам нужно снова активировать желтую стрелку рядом с телевизором. Сделать это можно, попав в правую орбиту, после чего желтая иконка вновь загорится. В задании Homer's Day вам нужно провести день за Гомера. Вам нужно сходить на работу, то есть попасть по любому поп-бамперу, который символизирует атомную станцию. Потом после работы вам нужно сходить в таверну Мо, выпить пивка, это правая рампа. После этого нужно зайти домой через гараж, а после этого прилечь на диван, закатив туда шарик. Вот, собственно, и весь день Гомера. Следующее задание называется Willy Voice. Здесь вам нужно поймать 3 хулиганов – Нельсона, Керни и Джимбо. Попадаете в любой из 3 стендап-таргетов, после чего рядом с правым лупом заморгает желтая стрелка. Попав туда, вы поймаете одного хулигана. Вам нужно повторить эти действия еще 2 раза, чтобы поймать 2 оставшихся ребят, после чего эпизод будет пройден. Следующее задание Wigwam with Snake. На поле загорятся 3 желтые стрелки. Это правый луп, правая рампа и правая орбита. Нужно попасть в любой из этих 3 секторов. После чего загорятся 2 другие желтые стрелки, это левый луп и левая рампа. Попасть нужно также в любой из этих 2 секторов. После чего загорится последняя стрелка в левой орбите. Попав туда, эпизод будет пройден. Следующее задание Bart's Day. Первым делом вам нужно сходить в школу, это правый луп. Дальше вам нужно зайти в Quickie Mart, это левый луп.
Потом нужно залезть на дерево, для этого забрасывайте шарик в левую рампу. После чего шарик появится на маленьком поле, и ваша задача посмотреть телек за Барта. Поэтому закидывайте шарик под телевизор. Следующий эпизод — Krusty Last Stand. Здесь вам нужно попасть в правую орбиту 6 раз, после чего эпизод будет пройден. Седьмое задание — Stop the Monorail. Здесь вам нужно прокатить шарик по монорельсе, после чего на поле загорятся 7 желтых стрелок. Вам нужно попасть в любую из 7. Затем нужно опять прокатить шарик по монорельсе, чтобы активировать оставшиеся 6 стрелок. Выбитая ранее стрелка гореть не будет. Попав в любую из 6 стрелок, вам нужно будет опять прокатить шарик по монорельсе и выбить последнюю из 5 стрелок, после чего эпизод будет успешно пройден. Когда все 7 эпизодов будут открыты, начнут мигать красные стрелки рядом с Alien Invasion. Попав под телевизор, начнется это задание. Если вы не прошли ни одного из 7 эпизодов, то таймер в этом режиме будет 45 секунд. Чем больше заданий в телевизоре вы завершили, тем выше будет значение таймера. Этот режим делится на 4 этапа. На первом уровне вам выдадут 2 шарика, и вам нужно будет заблокировать их в мигающих секторах. Когда все шары заблокированы, вы получаете 10 дополнительных секунд и переходите на следующий этап. На следующем уровне будет на 1 шарик больше, и вам нужно будет также заблокировать их все в мигающих секторах. Вне зависимости от того, на каком уровне вы играете, если вы проигрываете один из шаров, когда болл-сейвер закончился, все заблокированные ранее шары разблокируются, и вы переходите на уровень ниже. Ваша задача дойти до 4 уровня и заблокировать все 5 шаров, но минимум 2 из них должны быть заблокированы на диване. Если таймер выйдет, все шары разблокируются и режим не будет считаться пройденным. Многие думают, что Alien Invasion — это и есть финальная миссия в этом пинболе, но это лишь одно из 6 заданий, которое нужно выполнить, чтобы открыть финальное. Помимо Alien Invasion вам нужно пройти еще Secret Stash, Daredevil Mania, Springfield Mystery Spot, Scratchy Revenge и выбить 5 суперджекпотов в мультиболе, но обо всем по порядку. Чтобы запустить Secret Stash, вам нужно собрать все 6 хариапов. Начать хариап можно, попав в Stand Up Target под Comic Book Gaim. В этот момент на поле где-то начнет мигать белая иконка с надписью «Хариап». Вам нужно попасть в тот сектор, где она мигает. Но чем больше времени вы возитесь, тем меньше очков вы получите. Можете в принципе вообще ничего не получить. Также во время активного хариапа можно добавлять еще мигающий сектор с хариап на поле. Для этого цельтесь по Stand Up Target под Comic Book Gaim. Когда все 6 секторов будут собраны, они начнут одновременно мигать на поле. Попав по Stand Up Target под Comic Book Gaim, начнется задание Secret Stash. В этот момент на поле будут опять мигать все 6 хариапов, а счетчик очков начнется с полумиллиона и будет стремиться к 100 тысячам. Если он дойдет до этого числа, вы проигрываете задание. За каждое попадание в любой сектор с хариап, счетчик сбрасывается к полумиллиону очков, но выбитый сектор погаснет. Если попасть по Stand Up Target под Comic Book Gaim, все неактивные сектора с хариап вновь станут активными. Ваша задача — собрать 10 хариапов. Если это удастся сделать, задание будет пройдено. Третье задание называется Daredevil Mania. Чтобы его открыть, нужно пройти задание Daredevil. Перед плененным шаром с Бартом у вас находятся 4 фиолетовые иконки: Ramps, Bumpers, Loops, Targets. Эти иконки имеют 3 состояния: мигает, готов для открытия, пульсирует, задание активно, горит, задание пройдено. Если хотя бы одна из иконок мигает, цельтесь по плененному шару. Попав в него, одна мигающая иконка начнет пульсировать, что означает, что задание в соответствующих надписей на иконке секторах активировано. Ваша задача в каждом из 4 набрать 750 тысяч очков. При успешном попадании количество уже собранных очков в этих секторах отображается на экране. В каждом из 4 заданий за удачное попадание в соответствующий сектор вы получаете разное количество очков. В рампах и лупах значения начинаются с 50 тысяч очков, в бамперах и слингшотах с 12,5 тысяч, а в таргетах с 25 тысяч очков. Но все эти значения можно увеличивать на 50%. Для этого попадайте в плененный шар. Чтобы под Бартом замигала еще одна неактивная фиолетовая иконка, нужно собрать всех 3 хулиганов, попадая по соответствующим таргетам. Кстати, попадание в плененный шар также добавляет одного из 3 хулиганов возле таргетов. Важный момент в том, что очки, которые вы собираете в заданиях с Бартом, не зачисляются вам сразу. Они начисляются в конце раунда вместе с бонусом. Поэтому если вы тильтанете, вы ничего не получите. Когда все 4 иконки будут собраны, они начнут пульсировать. Попав в плененный шар, начнется Daredevil Mania. Цель этого режима не сильно отличается от предыдущих, за исключением того, что все 4 типа объектов на поле — таргеты, лупы, рампы, слингшоты и бампера — будут работать на достижение одной общей суммы в 5 миллионов очков. Награда за попадание в каждый из секторов будет выше, чем в Daredevil. И ко всему, за одно попадание в плененный шар вы будете получать 250 тысяч очков. Когда в сумме соберете 5 миллионов за соответствующие сектора, задание будет пройдено. Касаемо режима, о котором мы только что говорили, могу дать вам один дельный совет. Запускайте его одновременно с мультиболом, причем чем больше шаров, тем лучше. Так вы сможете быстрее завершить Daredevil Mania.
Теперь поговорим о скиллшоте. В этой игре их 3. В первом случае можете попасть в Stand Up Target под Comic Book Guy. В случае успешного попадания запустится одновременно 2 хариапа с увеличенным количеством очков. Второй скиллшот здесь такой: цельтесь в луп с Квикимарт. За это получите плюс 5 к умножению в конце раунда. За обычные попадания в Квикимарт во время игры вы также будете увеличивать на единицу умножение в конце шара. Третий вариант скиллшота здесь такой: нужно попасть в подсвечиваемый таргет в хулиганах. За успешное попадание вы получите какое-то количество очков, и под бартом сразу же начнет мигать дополнительная фиолетовая иконка. Еще один важный момент. Если у вас случается такая ситуация, что во время игры шар возвращается на шутер-лейн, у вас будет возможность воспользоваться дополнительным бесплатным скиллшотом. Фух, это я вам только половину рассказал того, что нужно сделать, чтобы открыть финальное задание в этой игре, которое, кстати, называется Super Duper Mega Extreme Wizard Mode. О том, какие еще 3 задания нужно выполнить, чтобы его открыть, мы поговорим в нашем следующем ролике. Надеюсь, вам было интересно, понятно и ваши чайники не свистели на полную. Не забывайте про пальцы вверх, колокола, подписки и, конечно же, пишите нам комментарии. Они радуют как нас, так и алгоритмы YouTube. Еще, кстати, у нас появился телеграм-канал, ссылка на него будет в описании к этому ролику. Так что подписывайтесь, буду выкладывать туда всякие интересности. На сегодня все, увидимся на следующей неделе. Всем спасибо за просмотр, пока!